Друзья, приветствую! В этом видео мы будем говорить с вами про прокрастинацию. Слово, честно говоря, дебильное, но, как выясняется, больше половины людей вообще не знает, что это такое. Значение у этого слова на самом деле очень простое. Это элементарное откладывание дел на потом. И это является проблемой для многих из нас. И, друзья, давайте честно, у кого так было? Да потом. И вы оставляете все на последние сутки. И заметьте, не день, а сутки. Потому что писать потом вы будете все 24 часа без сна и отдыха. Мы все хотим быть успешными, красивыми и здоровыми. Ну, если вы не хотите быть успешным и красивым, ну, как минимум здоровым вы быть хотите. И сейчас в интернете куча различных видосиков о том, как стать богатым, как заработать денег, как стать успешным, бьюти-блоги всякие разные, спортивные каналы. Кто все эти люди? Интернет просто пестрит данными роликами. Мое видео — это также видео, которое нет ни как стать успешным, ни как стать красивым и ни как стать здоровым. Это видео о том, как не лениться, ребята, и не оставлять все дело на потом. Лучше и не скажешь. Но знаете, что объединяет всех этих ребят, которые ведут каналы про успешность, здоровость и красивость? Всех их объединяет один большой положительный момент. Это дисциплина. А чем больше у нас цель, тем больше, естественно, действий надо совершить. Тем сложнее план. И тем больше вариантов для откладывания всех этих наших действий. Мы уже поняли, что прокрастинирование — это бесконечное откладывание дел на потом. И вместо того, чтобы заниматься, скажем, системным администрированием компьютеров, я буду играть в танки. Браво, по-мужски! Вместо того, чтобы заниматься планом по разработке продукта или отрисовывать партнерам лендинг, я лучше буду смотреть, какие недавно пранки вышли у Эдварда Билла или Литвина. Почти, да? Само слово прокрастинация происходит от латинского слова прокрастинатия, что значит откладывать на завтра. И его еще использовали Сократ и Аристотель. Хотя я сомневаюсь, что вам интересно, от чего происходит слово прокрастинация и кто его там использовал. Вы можете сказать, какая, прокрастинация, ведь это элементарная лень. А нет, ребята, лень и прокрастинация — это разные вещи. При лени вам просто по барабану. Есть ли какие-то дела? Нет их, нужно вам что-то делать. Вам просто пофигу на это. А что, так можно было, что ли? Прокрастинация — это другое. При прокрастинации вы понимаете важность того, что вам необходимо сделать дело. Но элементарно вы не можете начать это дело, потому что находите себе какое-либо оправдание. Или какие-либо, такие важные дела. Не надо откладывать дела на завтра, надо откладывать на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Замечательно. Давайте разберем примеры прокрастинации. Я хочу, чтобы потом в комментарии вы написали, делали ли вы когда-нибудь так же, как я опишу в своих примерах. Первая ситуация. Вам нужно писать диплом. Вы включили такие компьютер загружается, вы такие, опа, надо пойти чайку налить, пошли чай налить. Идете на кухню, там заварку берете, открываете банку, там нет у вас заварки, ага, нужно пойти в магазин, как же писать дипломы без чая. Значит, вы идете в магазин, покупаете заварку, там еще нужно какие-то продукты купить, в общем, все берете, приходите. Заварочку, чаечек, садитесь за компьютер, все уже, конечно же, работает у вас, прошло, час уже прошел. Ага, открыли браузер, там, опа, социальные сети, заходите в социальные сети, там друг прислал сообщение, еще какая-то подруга, там девочку, мальчика посмотрели, какой-то видосик какой-то. Пока вы все это дело делали, чай остыл, и вы такие, раз, остывший чай, надо опять закипятить, уже горячий, с горячим лучше. Но вот кто курит, нужно пойти на улицу покурить, раз, вернулись. Ага, чай. Но чай-то лучше с лимоном, а лимона нет. Где лимон брать? Вот рядышком магазинчик, там Ашотик торгует всякими там товарчиками. Ну и включая, естественно, и лимончики. Вы идете за лимончиком, вернулись.
И так до конца дня. Прокрастинация. Ситуация номер 2. Купили вы абонемент в спортзал. Все, и такие, вот я купил абонемент в спортзал, буду теперь ходить. Буду ходить когда? Буду ходить, естественно, с понедельника. Приходит понедельник, там раз, вам важный звонок, надо ехать на работу. Вы, короче, уже такие на работе, работа затягивает, и вы такие, блин, ну пойду завтра уже, ладно, не в понедельник, а во вторник, потому что ведь дела сейчас в офисе, они гораздо важнее, чем спортзал, правильно? Правильно. И вы как бы уже день, вот, думаете, сейчас обед, не обед, вечер, не вечер. Значит, ладно, все, идем завтра в спортзал. Вы едете с работы домой и думаете, ага, куплю-ка я себе, значит, спортивное питание. Протеины, там всякие БЦА, ШМЦА. Заехали, купили. Такие раз, на следующий день едете, утро, такие вяленькие, что-то хоп-хоп, заехали на работу и думаете, ну, схожу-ка я в спортзал в обед. Пойду я в обед, там перерыв когда будет. Дождайтесь обеда. Кушать хочется, понимаете, обед. И вы такие думаете, блин, ну как я на голодный желудок пойду в спортзал? Вы там сели на обед с коллегой по работе, общаетесь, рассказываете ему, как купили протеина, там кучу всяких разных БЦА. Общаетесь туда-сюда, а друг вам говорит, слушай, нафига ты, блин, взял себе кучу пакетов всяких там БЦА и протеинов и так далее, спортивного питания, ведь ты только начал ходить. Ты говоришь, ну блин, я поэтому и взял, я вот сейчас буду пить, буду ходить. Пока вы сидели, кушали, наелись, естественно, вы такие, ага, так, я поел, блин, как я пойду вот объевшись с таким пузом в спортзал. Вы такие думаете, ну пойду вечером, после работы. Приходит вечер, вы, значит, после работы уже башка болит, вы такие уставшие. Жена звонит, говорит, ты где там? Нужно купить то, купить все. И такой, блин, как же я пойду в спортзал? Если мне надо купить, значит, детям там йогурты, памперсы, там еще что-то там. Жене надо купить, там попросила каких-то там круп, макарон, там что-то такое. Я вашу, да, сейчас историю рассказываю? Или не вашу? Значит, естественно, вы и во вторник не пошли в спортзал. А среда что? А среда у вас день кардио. Вы не идете в спортзал, вы такие, ну я в среду-то бегать в парк. Правильно? Вы такие, раз, все, значит, собрали вещи, положили для бега и думаете, ну все, я поеду как бы в парк побегаю. И дождь пошел. Вы понимаете? В среду дождь. А как бегать в дождь? Никак. И так все это дело откладывается на потом, на потом, на потом. И в итоге купили вы свой годовой абонемент. А по этому годовому абонементу вы сходили 2 раза в сентябре, потом 3 раза в октябре. Ну и как бы история всем понятна. Сегодня планировал побегать. Ну что-то спина болит. Спина болит. Надо, наверное, не бегать сегодня. И дождь еще идет. Прокрастинация. Теперь ситуация номер 3. Моя двоюродная сестра достаточно хорошо выглядит от природы. Есть одна проблемка. Ходит в спортзал, все, как бы, вопросов нет. Но очень любит сладкое. И не может себе отказать в том, чтобы не съесть какой-то десертик. Чай с шоколадным тортиком, молочко с вафелькой, тирамису. И, как мы знаем, как бы нам ни хотелось, гибкое, упругое, стройное тело, сладкое влияет, конечно же, на красоту, фигуру и здоровье в целом. Да, сахар помогает, кайфануть быстро он помогает, получить удовольствие моментально. Но ведь спортзал и тренировки также помогают вырабатываться гормону радости, серотонину. Но почему-то мы об этом забываем. Да, друзья, прокрастинирует большинство из нас. А чем именно мотивирована наша прокрастинация? Как правило, это зависит от уровня развития личности, от психологического состояния, от социального статуса. Давайте попробуем разобраться в причинах, почему мы откладываем дела на потом. Прокрастинация. Психологи считают, что отлыниванию от дел способствуют абсолютно благородные поступки и выделяют главную троицу. Первая причина, ребята, на самом деле самая банальная. Вы просто устали. Особенно наши школьники. Вам нужно делать домашнее задание, понятное дело. Вам Татьяна Сергеевна дала тонну материала, который нужно переработать, перечитать и решить всякие задачки. Но вы не можете. У вас помимо Татьяны Сергеевны еще Наталья Павловна, Светлана Яковлевна. Да муж, я не выдерживаю. Просто вы устали. Вам нужно уйти. Я ухожу.
Вам нужно просто отдохнуть. Примите ванну, помедитируйте, займитесь спортом. И да, ребята, лучший отдых – это смена занятий. И особенно умственный, когда вы сменяете умственный на физический, чтобы разогнать свой организм. Поспать тоже очень полезно, потому что когда вы не выспавшиеся, это негативно действует на вашу нервную систему, и у вас ухудшается концентрация. Но ведь у наших учителей план, понимаете? У нас система образования. Нам нужно запихать все 16, 20, 25 предметов, да, которые у нас есть, дополнительные кружки, все это надо запихать в наши головы. По всем этим предметам нужно выполнить домашние задания. А вы пробовали сказать своему преподавателю когда-нибудь: вы знаете, от учебы надо получать удовольствие? Пробовали? Хоть один наш преподаватель считает, что от учебы мало того, что надо, еще и можно получать удовольствие. Понимают ли наши преподаватели, что дети перегружены, что им нужен отдых? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы в комментариях. Вторая причина также очень банальна. У вас просто нет мотивации, потому что не ясна конечная цель. Определитесь, что это дело дает вам. Славу, деньги, может, какой-то вызов. Подумайте о футболистах команд различных, которым платят еще и деньги. Почему они, как угорелые, гоняют мяч? Потому что они хотят выиграть. Они должны тренироваться каждый день. Они могут лишиться каких-то бонусов, если не пройдут, ну скажем, в четвертьфинал, полуфинал. А если вдруг пройдут, то они получат определенные зарплаты и бонусы. А если то, что вы делаете, не даст вам ничего, может быть, вы просто бессмысленно тратите время, может, стоит отказаться, и чем раньше, тем лучше. Ответьте себе честно, откажитесь. Просто возьмите и откажитесь от того, что делаете ненужное дело. Я тот еще мотиватор от Бога. Третья причина, почему вы прокрастинируете, вы просто тревожитесь. Тревожитесь, что не справитесь. Вы тревожитесь, что задача вам непосильна. И поэтому вы не спешите начинать. А теперь самое интересное. Если вы посмотрели вот эту вот часть видео и такие: это все не про меня, вот понаговорил тут, я вообще абсолютно не такой. А давайте попробуем выяснить, такой ли вы. И с этого момента мы с вами в этом видео пройдем тест и ответим на ряд вопросов и узнаем. Есть ли в вашей жизни череда обязательств и обещаний, которые вам трудно выполнить? Вы как ответственный человек составляете списки дел, хотите их выполнить, а дел очень много, наступает ночь, потом выходные, потом отпуск, и вы не успеваете это все сделать. Вы ложитесь спать, у вас в голове терзают мысли, что вы не успели что-то сделать. Следующий вопрос. Есть ли у вас проблемы с ощущением времени? Ну или с нехваткой времени? Вы не замечаете, как пролетают минуты и часы? Вы часто опаздываете на назначенные встречи и опаздываете на прием к врачу. Вы просыпаетесь не тогда, когда прозвенит будильник, а тогда, когда... Ну хватит спать уже, я тебе говорю. Следующий вопрос. А вы сами понимаете, что хотите? Вам сложно расставить приоритеты среди задач. Начинаете одно дело, не доделываете его до конца, бросаете, начинаете другое. Вы читаете книги до конца или все-таки бросаете на 30-й странице? На 50-й, 70-й. Сколько в последнее время вы прочитали книг до конца? Вы хотите похудеть к лету, а лето ведь уже не за горами. А на сколько килограмм вы хотите похудеть? Сколько раз в неделю вы тренируетесь? Следующий вопрос. Вы осознаете, что не реализуете себя? Вы много трудитесь, но не получаете желаемого результата. И это вас угнетает. Вы не испытываете удовольствия от выполненных вами задач. И вы понимаете, что есть и другие вещи, которые вы могли бы сделать, но вы их не делаете. И от этого вы чувствуете вину. Но вы боитесь бросить то, что делаете. И вы боитесь начать что-то новое. Или, может, считаете, что вам поздно уже что-то начинать. Боитесь критики. Боитесь учиться чему-то новому. Боитесь того, что вокруг будут люди гораздо более подкованные, чем вы.
более спортивные, физически подготовленные, чем вы, если мы говорим о занятии каким-либо новым видом спорта. Следующий вопрос. А вы уверены в себе? Как у вас обстоят дела с самооценкой? Вы все контролируете в своей жизни? Перекладываете ответственность на внешние обстоятельства? Вы ловите себя на мысли, что к вам предвзято относятся? Итак, чем больше вы получили ответов «да» на предыдущие вопросы, тем больше прокрастинация относится к вам. Мы обсудили вопросы, мы обсудили причины. Какие же есть методы по решению проблем с прокрастинацией? Первое, друзья, надо нацеливаться на удачный результат, независимо от чего. Нужно представить для себя, как круто будет, когда вы достигнете вашей цели. Пункт 2. Конечно, финальная точка может быть достаточно сложной и слишком дальней от вас. Поэтому я настоятельно рекомендую обозначать промежуточные цели, которые необходимо достигать. Так гораздо проще. Очень хороший пример — это писатель. Писателю, к примеру, нужно систематически сдавать книгу. И написать целый роман 360 страниц достаточно сложно. Поэтому писатели рекомендуют, чтобы вы писали, грубо говоря, по страничке в день. Итак, за год у вас будет готова книга. Пункт 3. Следуйте расписанию. Если вам необходимо сдать курсовую до 30 числа, скажем, обозначьте себе, что до ухода в университет с утра вы должны написать как минимум 250 слов. Спустя 10 дней вы напишите 2500. У вас в процессе вашей работы ежедневно будут появляться новые мысли по корректировкам и улучшениям. Пункт номер 4. Устанавливайте дедлайны. Ставить себе финальную цель по достижению — это достаточно сложная вещь. И я рекомендую делать дедлайны, промежуточные дедлайны. Скажем, вам необходимо сделать ремонт в комнате. И сделать весь ремонт — это сразу же, естественно, сложно. Если первично вы начертите на бумаге, обозначите список того, что вам необходимо для ремонта, второй день вы закажете все, что вам необходимо, чтобы вам привезли, или сами поедете и закупите все. В третий день вы, скажем, обозначите, что клеите стену справа, в четвертый день стену слева. Так за 2 недели ремонт комнаты можно завершить, а может и за более короткий срок. Следующий пункт, он эффективно работает, скажем, с детьми или школьниками, но некоторые взрослые также используют этот пункт. Это награда. Если вы делаете что-то, то вы получаете что-то. Так очень часто бывает у детей. Они достигают какого-то результата, то родители после этого их балуют. Для взрослых это, как правило, какие-то денежки, но сами себе вы же не заплатите. Ну, обозначьте, что вы, как закончите какой-то этап, вы посмотрите любимый фильм или сходите куда-то с друзьями. А есть ли какие-то плюсы у прокрастинации? Прокрастинация дает нам возможность подумать, посмотреть на задачу с другой стороны, возможно, увидеть, что вы идете неправильным путем и поменять стратегию к решению вашего дела. Прокрастинация также повышает креативность. Достаточно часто, пока вы смотрите разные видюшечки, вам в голову может прийти какая-то интересная идея. Но если вы прокрастинируете где-то в галерее искусств или музее, то это еще такая арт-терапия, которая не просто помогает снять стресс, но и также развивает ваше творческое мышление. Ну и, наконец, прокрастинация помогает нам развлекаться и отдыхать. После хорошего отдыха ваша продуктивность повышается. Друзья, если вы считаете, что прокрастинация также является вашей проблемой, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши методы борьбы с откладыванием дел. Если вам как-то было это видео полезно и интересно, поставьте, пожалуйста. Если вам все-таки ни один из советов не понравился или вы считаете все это бредом, также не стесняйтесь и напишите об этом. И если вам интересны методики каких-то серьезных, крутых авторов и психологов, напишите об этом, и я сделаю свое следующее видео о 10 лучших книгах, на мой взгляд, по борьбе с прокрастинацией. Всем пока!